Приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы вместе с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости города Днепр. Традиционно поговорим с цифрами о том, что произошло с рынком жилой недвижимости. Для людей, которые не могут смотреть больше 2 минут мое видео, анонсирую, что вторичный рынок жилой недвижимости показывает незначительное снижение стоимости, а первичный рынок показывает незначительное подорожание стоимости квадратного метра. С чем это связано, об этом будем говорить, естественно, уже ближе к середине и концу моего видео. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и цифр. Вместе с вами, конечно же, разберемся с процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Днепр, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, друзья, перед вами карта Донецко-Приднепровского региона, куда входят два крупных областных города-центра. Это город Днепр, город Запорожье. Сегодня мы говорим о городе Днепр. Расскажу, как пользоваться данной информацией. Перед вами легенда карты. Первое, что обращаю внимание, население. Это 966 тысяч, довоенное население. Традиционно прошу людей, которые живут в Днепре, напишите, насколько больше, по вашим ощущениям, людей сейчас живет в Днепре или же меньше, чем до войны. Я все-таки предполагаю, что 1700, наверное, осталось, то есть на 200 тысяч меньше, ну, может, больше немножко, людей стало меньше. Почему? Потому что, ну, понимая, что это прифронтовой город, все-таки предполагаю, что население, значительная часть его, этого населения эмигрировала, наверное, даже вот так правильно сказать, то есть это женщины, дети за границу, у кого была возможность уехать, мужчины, у кого была возможность, наверное, тоже уехали. Итак, в общем, напишите. Количество предложений на рынке жилой недвижимости. Друзья, напомню вам, откуда у меня информация. Я являюсь автором, и у меня есть патент на программное обеспечение Olymp News, которое собирает всю информацию, то есть ваши предложения, которые попадают в интернет. То есть это крупные сайты, электронные доски, которые специализируются на продаже недвижимости. То есть я работаю с большими цифрами, поэтому достаточно точно показываю погоду сегодняшнего рынка недвижимости. Итак, мы видим, что 41 700 объектов жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок было выставлено для продажи. То есть это выборка репрезентативная и, соответственно, однородна. Я применяю методологию или метод классификации, и сейчас будем говорить, конечно же, о классах рынка недвижимости. Да, традиционно на 0,5% желающих продать квартир больше, чем людей, которые покупают эту недвижимость. То есть на 0,5% квартир было выставлено больше, чем это было в июне месяце. Социальное жилье, друзья, подешевело на 0,19%. Абсолютно логично себя ведет вторичный рынок. Социальное жилье – это старое жилье, которое еще досталось после развала Советского Союза. Но напомню, друзья, 85% в городе Днепр, как и по всей Украине, это как раз вот тот старый фонд, который неумные люди еще называют как-то там свинарниками. Ну, понятно, что у человека недавно написал не сильно много ума, то есть получается, что большая часть людей живут именно в этих, так сказать, как он выразился, свинарниках. Ну, вот такое бывает, да и пишут такое. Дальше, друзья, говорим о социальном жилье, но уже аренда. Аренда долгосрочная, это сравниваем квартал с кварталом, первый квартал со вторым кварталом. Видим, что аренда растет на 2,68%. С чем это связано, поговорим в конце видео. Квартиры эконом-комфорт, бизнес-класс – это также вторичный рынок. Видим снижение незначительно 0,13%. Вполне логично себя ведет вторичный рынок. Первичный рынок квартиры эконом-класс подросли на 0,19%.
Также первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс выросли на 0,17%. И мы говорим сейчас о росте стоимости, конечно. И первичный рынок элитный класс, стоимость снизилась на 0,38%. Итак, друзья, подводя итоги, мы видим, что вторичный рынок снижается. Напомню вам, что вторичный рынок продается за доллары или за евро. Поэтому, в общем-то, вполне логично, что именно вторичный рынок показывает в прифронтовом городе незначительную динамику снижения. А вот первичный рынок, друзья, здесь мы видим, что в основном динамика роста, но здесь тоже, в общем-то, это объясняется достаточно просто. Стройматериалы дорожают, а первичный рынок – это инвестиции в гривни, естественно. Обесценивается гривня, дорожают стройматериалы, дорожает электричество, ну и так далее. Все сопутствующие расходы по строительству объектов недвижимости. Соответственно, что, друзья, растет стоимость квадратного метра в гривне. Первичный рынок продается за национальную денежную единицу. Поэтому здесь все, в принципе, логично. Переходим к следующему, от обобщенных данных вот этих к уже декомпозированным данным. Более подробно поговорим в разрезе классов. Перед вами город Днепр, социальное жилье, видим административные районы. Бросается в глаза, что наибольше всего за данный период времени, исследования проводили июнь-июль месяц, наибольше всего подешевела, я прошу прощения, недвижимость в Самарском районе на 0,21%. Ну, кто в Днепре живет, знает, что это, в общем-то, такой себе спальный массив вперемешку с промышленной зоной. Самое бюджетное жилье здесь. И наименьше всего подешевела недвижимость, конечно же, видим в центральном районе на 0,16% подешевела. А в целом социальное жилье показало снижение 0,19% за месяц. Переходим к следующему слайду. Этот слайд появился благодаря вам, друзья. Вы просили показать, что происходит с недвижимостью на протяжении всего периода войны. То есть это 4 года и сколько там, 8 месяцев уже, да? Или 9. Так вот, друзья, смотрите, данный график рисунок показывает вам в ретроспективе, что произошло с недвижимостью. Начнем с марта месяца 2022 года. Война началась в феврале, 24 февраля 2022 года. Исследования естественно, квартальные, поэтому начнем с марта месяца. Социальное жилье. $626 за квадратный метр, стоимость квадратного метра в марте 2022 года. Весь первый год войны мы видели снижение порядка там 9-10%. Можете пересчитать, реперные точки у вас есть. Второй год войны, на удивление, недвижимость не снизилась в стоимости. Даже были кварталы, когда она показывала динамику роста незначительную. Но в итоге, в общем-то, второй год войны для недвижимости, для именно, если говорить о стоимости квадратного метра, война не повлияла практически. А вот третий год, друзья, был самый такой плачевный для рынка недвижимости. Стоимость снизилась данного класса жилья порядка на 14%. Вот видим, как вот эта аппроксимирующая линия тренда, да, я сглаживаю ее, показывает резко вниз тенденции снижения стоимости. Ну и, о чудо, друзья, весь 2025 год, а точнее с третий, четвертый квартал, то есть со второго полугодия, мы увидели динамику роста. С какого-то перепуга, это мое слово, которое совершенно я осознанно применяю, это не слово паразит, потому что рынок недвижимости вел себя неадекватно, поэтому я это и фиксирую. Но, друзья, мы видим, что с 2026 год уже 6 месяцев стоимость квадратного метра медленно и уверенно показывает динамику снижения. Всего внизу вот табличка такая подсчитала за нас, это Excel таблица. За весь период войны недвижимость подешевела данного класса на 13,90%, то есть на 14%. Напомню вам, вчера записывал город Харьков, что произошло с недвижимостью. Там за данный период времени недвижимость подешевела на 12%. То есть Харьков находится вообще близко к фронту, но там недвижимость в данном случае мы наблюдали растет на протяжении уже 1,5 лет.
Город Днепр чуть дальше от фронта, но ведет недвижимость себя вполне логично, закономерно, как и должна себя вести при фронтовом городе. Итак, друзья, следующий слайд. Очень быстро поговорим о том, что произошло с арендой за один квартал. Красная вот здесь строка. Рост аренды 2,69%. Это достаточно много. С чем это связано? Поговорим уже в конце видео. Я больше уделю этому времени. Следующий слайд, друзья, посвящен вторичному рынку, но квартиры уже эконом, комфорт, бизнес-класс. Снижение на 0,13%. Можете посмотреть, как отличается стоимость квадратного метра в разрезе уже административных районов, поэтому это декомпозированные данные, еще раз напоминаю. И снижение за один месяц в процентном соотношении. Переходя к первичному рынку, друзья, мы видим, что здесь квартиры эконом-класса подросли в стоимости 0,19% за месяц. Можете посмотреть в разрезе административных районов, сколько стоит квадратный метр данного класса жилья. Напомню, что это квартиры, не сданные в эксплуатацию. То есть это только всего лишь инвестиционные договора. И не факт, что компании-застройщики при фронтовом городе квартиры эти достроят. Также смотрим, что произошло в процентном соотношении всего лишь за месяц, динамика роста видим. Следующий слайд посвящен также первичному рынку, но уже квартирам комфорт бизнес-класс, которые также подорожали на 0,17%. По административным районам можете ознакомиться в стоимости квадратного метра. И также можете ознакомиться, насколько подорожала в процентном соотношении стоимость квадратного метра, естественно, по административным районам. Ну и последний слайд, посвященный колебательным процессам длиною в 1 месяц. Это квартиры элитного класса, которые подешевели за месяц на 0,38%. Но вот посмотрите, насколько сильно отличается стоимость квадратного метра от эконом-класса. Почти в 3 раза. 1306 долларов за квадратный метр. Напомню вам, это жилье, не сданное в эксплуатацию. Также обратите внимание, что всего лишь в 3 административных районах компании-застройщики строят жилье данного класса. Это Шевченковский район, центральная часть, Соборный, ну это центральная и центральный район. По стоимости они тоже достаточно сильно отличаются. Квартиры одного и того же класса в зависимости от локации имеют разную стоимость квадратного метра, что вы можете прочитать. В целом квартиры подешевели незначительно на 0,38%. Друзья, переходим. Переходим. А что дальше у нас? Вот, переходим к следующему слайду. Здесь мы говорим, что произошло с недвижимостью за 12 месяцев. Период сравнения у нас июль 2025 год. Класс социальное жилье. Это 539 долларов за квадратный метр. И в июле 2026 года это 539 долларов за квадратный метр. То есть, посмотрите, ничего не произошло в стоимости за год, но как интересно себя вел рынок недвижимости. Весь, так сказать, ну, я вам говорил, что на самом деле здесь с 6 месяца, это с июня месяца 2025 года, с какого-то перепугу стоимость квадратного метра на вторичном рынке, в данном случае класс социальное жилье, стала расти необоснованно. До декабря месяца видим динамику роста с незначительными колебательными процессами. И уже в январе месяце 2026 года мы медленно и уверенно стали наблюдать динамику снижения стоимости квадратного метра. А это уже, друзья, 7 месяцев. То есть уже можно говорить достаточно, 70%, что данная ситуация имеет явно выраженную линию тренда. То есть и в дальнейшем стоимость будет снижаться. Так что, друзья, время пройдет быстро, посмотрим. Также хочу обратить ваше внимание на индекс. Индекс стоимости жилой недвижимости, единичка 0,00. Ну, то есть ничего не произошло за данный период времени. Что такое, друзья, индекс? Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости во времени. Он считается достаточно просто. На примере данного класса жилья показываю 539, делим на 539, понятно, что получаем 0.
или же индекс 1,000. Друзья, я и компания Олимп Консалтинг на протяжении больше 10 лет, наверное, делаем, считаем индексы для крупных украинских банков, также для иностранных банков, которые работают на территории Украины. Меня смотрят люди, фокус-группа, которые работают именно в финансовых учреждениях, это управление по рискам или же риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, друзья, знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Поэтому синергия наших знаний поможет и в вашем сложном бизнесе, и мне, в общем-то, заниматься наукой и развиваться вместе с компанией Olymp Consulting. Для того, чтобы меня найти, в описании канала есть Viber телефончик, можете позвонить или списаться. Составим техническое задание, и, как я еще раз говорил и повторюсь, вы будете получать раз в квартал полную информацию о том, что произошло с недвижимостью, под которую ваше финансовое учреждение выдало, естественно, какие-то финансовые средства. То есть или же эта недвижимость дорожает, напомню, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. И данный график-рисунок очень красочно показывает, как во времени меняется стоимость недвижимости. Итак, друзья, это была реклама. Переходим к следующему слайду, уже заканчиваем и будем говорить более подробно об аренде. Итак, этот график, который вверху, рисунок, график-рисунок мы уже обсудили. Видим, что за год недвижимость прошла достаточно интересный путь, и в итоге, в общем-то, видим, что повышение или снижение не присутствует, сравнивая июль 2026 года с июлем 2025 года. А вот давайте теперь посмотрим, что произошло с арендой. Здесь мы сравниваем, естественно, помните, я говорил, что аренда у нас долгосрочная, поэтому мы поквартальные делаем отчеты. Сравнивая июнь 2026 года с июнем 2025 года, подытоживающие данные, мы видим, что аренда, друзья, не падайте со стула, кто понимает, о чем я говорю, выросла на 7,12% в годовом измерении. То есть пассивный доход людей, которые сдают, для примера приведу вот простой пример, квартиру, допустим, однокомнатная квартира, предположим, стоит 10 тысяч. За 10 тысяч вы не купите, конечно, в Днепре, но так, чтобы вам было очень просто считать, как в детском садике, да, или в начальных классах. Так вот, 10 тысяч, если квартира стоит 10 тысяч, если вы эту квартиру будете сдавать в аренду, принесут вам пассивного дохода 7,12% в годовом измерении. Понятно, что это не чистый операционный доход, отсюда надо будет отнять амортизацию, отсюда надо отнять налоги, но могу сразу сказать, налоги никто не платит, ну, это надо поискать еще людей, которые, сдавая в аренду свою квартиру, платят государству налоги. В итоге вы получите за минус затратной части порядка где-то 6%. Это тоже очень много. Если сравнить, если же вы 10 тысяч положите на депозит, 10 тысяч долларов, я имею в виду, в любой банк на территории Украины, вы получите 1% в год под такую процентную ставку. То есть это 100 долларов. Вот себе и сравнивайте. 10 тысяч долларов пользуется государство, вернее государство, а банк, это может быть и не только государственный, но и частный банк, ровно год, и вы получаете всего лишь 100 долларов. И при этом у вас риски просто запредельные. Приобретая квартиру, я не даю вам советов приобретать квартиру, сдавать в аренду, но просто навожу вам примеры с цифрами. Если вы покупаете квартиру, предположим, за 10 тысяч долларов, могу сразу сказать, что вы не купите за 10 тысяч долларов. Но для примера привожу. Не цепляйтесь за слова, пожалуйста. Так вот, эти 10 тысяч долларов будут вам приносить чистого операционного дохода, как мы где-то посчитали, порядка 6%. То есть это 600 долларов. Вполне себе разница в 6 раз. Да? Вот и думайте сами, как в той песне, считайте сами.
иметь или не иметь. Поэтому рынок аренды развивается, и это связано, как я обещал вам об этом рассказать. Мне об этом, кстати, пишут мои друзья с Днепра и со всех прифронтовых городах, где стоимость квадратного метра снижается, а аренда растет. То есть даже в городе Запорожье, по которому кабами стреляют, да, и там аренда растет. Это связано с тем, что город насыщен, друзья, людьми, которые работают на ВПК. Это не обязательно люди, которые всю жизнь жили в Днепре. То есть военно-промышленный комплекс располагается, чтобы вот это логистическое плечо близко к линии фронта. Город Днепр промышленный город, там много заводов, газет, пароходов еще Советского Союза осталось, складских помещений, где ремонтируют технику военную, собирают что-то там, беспилотники, возможно, и так далее. Это работают все люди, которые гражданские, которые снимают в аренду квартиры. Также офицерский состав, который достаточно много, так как прифронтовая линия, он не живет в казармах, он живет в съемных квартирах. То есть вот эти две категории потенциальных, так сказать, ну, потенциальных клиентов на аренду и понимают, в общем-то, такой ажиотаж на рынке аренды. То есть поэтому на 7,12% в городе Днепр выросла. Сразу могу сказать, что это самая большая аренда по динамике роста. Потом мы увидим город Харьков на втором месте. Ну и так далее. Город Одесса на третьем месте. И меньше всего растет в динамике аренда в городе Львове. Ну, почему это с чем связано, я уже вам объяснил. Итак, друзья, переходим к чему? Конечно же, переходим к прогнозам. Закрываю показ слайдов. В своих прогнозах, друзья, я использую метод многофакторного анализа и уже разбираюсь, что происходит с экономикой. Экономика также, друзья, характеризуется индексами, то есть макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие внутреннего валового регионального продукта, это цифры и индексы. Так вот, друзья, если это в открытом доступе, кстати, если вы посмотрите на основные макроэкономические характеристики или показатели, вы увидите и сравнивая. Главное, надо сравнивать, чтобы понимать, много это или мало. Так вот, индексы отрицательные, сравнивая с довоенным периодом. И это, друзья, не удивительно. Рынок недвижимости, являясь сегментом украинской экономики, также должен показывать ту же самую отрицательную динамику по индексам, которые характеризуют что состояние рынка. Первый индекс – это количество проданных квартир. Об этом у меня отдельное видео есть записанное. Год от года в Украине снижается. То есть желающих приобретать недвижимость, особенно в прифронтовых городах, днем с огнем, друзья, вы не найдете. Второй индекс – индекс стоимости недвижимости, или по-простому стоимость квадратного метра тоже снижается, ну, в данном случае в городе Днепр. И мы видим, что, кстати, посмотрите, полгода назад я говорил, что рано или поздно мы увидим, как стоимость будет снижаться. Хотя практически полгода стоимость росла. Это 2025 год. С 6 месяца, с июня месяца по декабрь месяц мы видели необоснованный рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке. Говорим о социальном жилье. Так вот, друзья, осталось у нас, мы подвели итоги 7 месяца, осталось 5 месяцев. Я так думаю, что будет где-то, может быть, колебательные процессы покажут немножко в рост стоимости, но в целом за вот этих 5 месяцев по 0,5% снижения, то ну, вот где-то в районе, наверное, 2%, с учетом того, что могут быть колебательные процессы наблюдаться и в сторону повышения. То есть это в районе где-то 1,5–2%. Давайте вот так. Точно цифру не угадаю. Мы увидим в декабре месяце, как стоимость квадратного метра в сравнении с декабрем 2025 года снизится на 1,5–2%. То есть это закономерные процессы, которые я на протяжении многих лет наблюдал, изучая, исследуя рынок недвижимости Украины и не только. Итак, друзья, еще раз повторюсь, время пройдет быстро, и мы можем, так сказать, в декабре месяце обсудить, насколько мои предположения
прогнозы были обоснованы. А теперь, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо что сделать? Правильно. Подписаться на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные прогнозы рынка недвижимости Украины, которые, в общем-то, помогут вам не заблудиться в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, лайки, дизлайки, делитесь видео и до встречи в следующих моих видеороликах.